Всем добрый день, дорогие друзья, подписчики моего канала, случайные гости моего канала. Сегодня я продолжаю вас знакомиться с новыми реабилитацией. И в сегодняшнем видео речь пойдет об отеке коленного сустава, почему он возникает и как вы можете сами себе помочь в этой проблеме. Отек коленного сустава, он зачастую возникает после операции коленного сустава. Это может быть протезирование, это может быть артроскопия, это может быть другая операция на коленный сустав. Но отек это неприятно, отек нам мешает выполнять правильно упражнения, и к тому же отек создает болевые ощущения. Итак, отек он может быть по нескольким причинам, и также он может проявляться по-разному. Отек может быть внешний, это когда вы смотрите на ваше колено, и колено у вас, если вы сравниваете с другим, со здоровым коленом, да, оно у вас явно такое намного больше и намного опухшее. Это внешний отек. Причина внешнего отека зачастую это повреждение мягких тканей, которые окружают коленный сустав. Это наши мышцы, это наши связки, потому что, конечно же, во время операции все это раздвигается, повреждается и создается воспалительный процесс, который сопровождается отеком. Отек также может быть внутренним. Внутренний отек – это отек в капсуле, в суставной капсуле. То есть у нас в каждом суставе, не только в коленном суставе, в любом другом суставе есть капсульный такой мешок, который окружает сустав, и также этот капсульный мешочек, капсула, она вырабатывает жидкость. Но опять же за счет того, что нарушается ее нормальное функционирование, то она начинает вырабатывать больше жидкости, чем нужно. Эта жидкость остается в капсульном мешке, и создается такое ощущение распирания коленного сустава. Когда мы смотрим на колено, в общем, с внешней стороны вроде бы колено нормальное, не опухшее, но при этом пациент говорит, что у него такое чувство распирания изнутри. Это как раз-таки внутренний отек. И также может быть чувство скованности позади колена, скованности, распирания позади колена. Это также отек, но немного другого характера. Дело в том, что позади колена у нас также находятся такие лимфатические узелки. Если вы посмотрите на схему лимфатической системы человека, то без труда можно заметить, что наибольшее скопление лимфатических узлов у нас находится под коленным суставом и также в паховой области. Так вот, зачастую, когда человек говорит, что у него такое чувство распирания позади колена во время ходьбы, либо в расслабленном состоянии, то очень часто это как раз-таки свидетельствует о том, что жидкость, она накапливается вот в этих лимфатических узелках, и она не может как бы продвигаться дальше. Сегодня я вас познакомлю с простой техникой самомассажа, которую вы можете делать у себя дома несколько раз в день в течение нескольких дней. Данный массаж следует выполнять 10 минут за один раз, несколько раз, допустим, утром и вечером. И уже после нескольких дней вы должны почувствовать облегчение. Сама техника массажа, как нужно делать массаж, я буду показывать на своей ноге. Вот колено. Пальцами, подушечками пальцев вы начинаете из-под колена так вот массировать к наружу. Нога должна находиться в расслабленном или в полурасслабленном состоянии. То есть мы вот так вот массируем, освобождаем лимфатические узелки, которые находятся сзади колена. Их вот так вот освобождаем. Потом берем, обхватываем ногу и вот так вот прям хорошо так наверх. Снова. Прям не бойтесь, прям хорошо обхватывайте и, придавливая, вот так вот отправляете жидкость наверх. 3-4 раза снова делаем. 1, 2, 3, 4. И отправляем наверх жидкость.
Для массажа можно делать без крема, без масла. Я использую, например, масло карите. Вот такое масло карите. Я его покупаю в биомагазинах. Оно у нас стоит очень недорого. Вот за такую банку я плачу $2. Канадских это примерно 100 рублей, если на российские деньги. Масла требуется совсем немножко, вот буквально вот столько. С ним очень хорошо делать массаж. Мне нравится, потому что оно не скользит и оно впитывается, но не очень сильно. Так вот немножко я, допустим, наношу на ногу со всех сторон. И тогда вы почувствуете, что массаж, он эффективнее, потому что за счет того, что кожа скользит, да, но при этом не слишком, у вас пальцы наиболее, как так сказать, стабильным образом обхватывают колено. Вот так. И снова еще раз, 3-4 раза. Вот так в течение 10 минут 2 раза в день можно массировать. И завершающее движение, то, что нужно делать, это у нас здесь впереди колена находится маленькая косточка, коленная чашечка. Ее нужно двигать, потому что, к сожалению, из-за операции она тоже оказывается, из-за операции, из-за воспаления, из-за отека, она малоподвижная, она как бы замирает, ее тоже нужно немножко двигать. Вот так прям берете 2 пальца по бокам и начинаете ее двигать. Нога должна быть в расслабленном состоянии, тогда она двигается очень хорошо. Получается справа налево и вот так вот сверху вниз. Очень часто можно прям почувствовать, как у вас там как будто такая веревка натянутая и очень туго двигается эта косточка. Но если поделать несколько раз, то уже через 2-3 раза можно заметить, что она начинает двигаться очень хорошо. Как всегда, я надеюсь, что данный ролик был полезен вам. Оставьте свои комментарии. Я уверена, что они помогут другим людям, другим пациентам с похожими проблемами. Оставьте свое мнение о том, помог ли вам этот массаж, либо наоборот нет. Каждое мнение мне очень интересно. Спасибо большое, что вы со мной. Я желаю вам удачной реабилитации. Я желаю вам хорошего настроения. Всем пока!